Всем привет! Бискотти, кантучи, кантучини. Несмотря на путаницу в названиях, мы все понимаем, о каком печенье идет речь. Именно его мы сегодня и будем готовить. Обязательно смотрите мое видео до конца, потому что я приготовила целых два интересных рецепта этого знаменитого печенья. Вы на канале Жизнь вкусная. Популярное печенье, которое выпекается не один, а целых два раза, совершенно особенное. Его либо любишь очень сильно. Главное найти свой вариант, свой идеальный рецепт. Надеюсь, мое видео этому поспособствует, и именно в моем видео вы найдете тот вариант печенья бискотти, который вам понравится больше всего. Но я лишь скажу, что оба рецепта вы можете использовать в качестве основы, варьировать добавки, менять какие-то виды орехов, делать шоколадное, не шоколадное, вводить специи, цедру цитрусовых и таким образом создать свой собственный идеальный вариант. Традиционный вид бискотти с миндалем, но я сегодня себе разрешу традицию оставить на какой-нибудь из следующих раз, и мы приготовим два чуть более интересных варианта. Принципиальное отличие двух рецептов бискотти из этого видео в способе разрыхления. Один вариант бискотти будем готовить на сухих дрожжах, второй на разрыхлителе. Безусловно, вариант на дрожжах не очень распространен, не очень популярен, но его обязательно стоит приготовить, потому что дрожжи придают очень запоминающийся и яркий аромат тесту. Бискотти на разрыхлителе это более быстрый вариант, и по текстуре эти два печенья получатся совершенно разными. А поэтому я буду благодарна, если в комментариях вы мне напишите о том, какой рецепт вам приглянулся больше. Для приготовления дрожжевых бискотти я беру 200 грамм обычной пшеничной муки высшего сорта, 80 грамм сахара, 3 грамма сухих дрожжей, это 1 чайная ложка без горочки, щепотка соли, 2 бутончика гвоздики для аромата. Из жидких ингредиентов потребуется 75 мл молока, 1 яйцо, 20 грамм какого-нибудь темного ароматного меда, и в качестве добавок я буду использовать черный шоколад. Список всех ингредиентов я продублирую в описании. Гвоздику я измельчу в ступке. Это очень сильная специя, поэтому ее нужно совсем немного. Шоколад я нарублю небольшими кусочками. Можно использовать шоколадные капли, если у вас есть. Ну, шоколад это более такое подручное средство, которое чаще бывает дома, по крайней мере у меня. Теперь я смешаю все сухие ингредиенты. В муку я добавляю сахар, сухие дрожжи, щепотку соли, довольно щедрую щепотку, растертую ранее гвоздику. Вместе с темным медом получится невероятный дуэт. Отправляю сюда шоколад. Я не ввожу добавки в бискотти в самый последний момент, потому что мне вводить их к сухим ингредиентам проще, чем вмешивать уже в готовое тесто. Особенно такие ингредиенты, такие добавки, как шоколад. Когда его вмешивают уже в готовое тесто, больше риск того, что он начнет таять от тепла рук или поломается, слишком сильно искрошится, поэтому вот мне нравится именно такая последовательность. Теперь смешаю влажные ингредиенты. Прям в стаканчик с молоком я отправляю яйцо, чтобы меньше посуды загрязнять. Сюда же отправляю мед и все слегка перемешаю. Я использую каштановый мед, очень ароматный, он даже ароматнее гречишного. Но в любом случае, если у вас есть доступ к какому-то меду именно темному, лучше выбрать для этого рецепта его. К замешиванию теста я выливаю все влажные ингредиенты к сухим и быстро руками замешу тесто. Мне попросту нужно собрать все воедино. Замешиваю довольно плотное тесто. Его нужно просто собрать, чтобы не было каких-то непромешанных кусочков муки. Какого-то тщательного замеса теста для бискотти не требует. Сейчас я припылю стол мукой для того, чтобы работать с тестом мне было проще. Формую из него длинное поленце, которое я уложу на противень.
У меня получилась вот такая вот колбаска, сантиметра 3-4 в диаметре. Я ее немножечко примну и укладываю на противень. Заготовку для бискотти я уложила на противень. Он как раз у меня еще осталось свободное место для второй порции бискотти, которую мы сейчас будем готовить. Эту заготовочку я сейчас накрою пищевой пленкой и оставлю тесто в покое, чтобы оно начало бродить. Так заготовка не будет заветриваться и дрожжам будет комфортно. Дрожжевую заготовку я оставляю минут на 40. Этим временем приготовлю тесто по второму рецепту, и таким образом у нас получится испечь оба вида одновременно. Для приготовления бискотти на разрыхлитель я возьму 130 грамм обычной белой пшеничной муки, 20 грамм какао-порошка. Если вы будете делать не шоколадный вариант, просто возьмите 150 грамм муки. Еще я возьму 70 грамм сахара, щепотку соли, 2 чайные ложки без горки разрыхлителя, у меня домашний, 50 грамм молока, 1 яйцо, 30 грамм растительного нерафинированного масла, у меня оливковое, оно очень ароматное, поэтому тесто станет более богатым по аромату и по вкусу. А также в качестве добавок, так как у меня вариант шоколадный, я буду использовать фундук. Мне кажется, что фундук как раз в шоколадных бискотти работает лучше всего. Сперва я смешиваю все сухие ингредиенты. Отправляю в сухую смесь орехи. Влажные ингредиенты тоже смешиваю прямо в стаканчике. Я подселила этого красавца к моему предыдущему поленцу для бискотти. Тоже его сейчас прикрою пленочкой и оставлю уже минут на 5-10. Температура выпечки 180 градусов, время приготовления 30-35 минут. Первый цикл выпечки бискотти завершен. Посмотрите, какие они красавцы. Увеличились, расплылись, так как я и хотела. А теперь нужно будет дать готовым поленцам остыть. Готовые бискотти перекладываю на такую вот решетку для остывания. Так дело пойдет намного быстрее. Поленца для бискотти остыли. Сейчас я их нарежу на порционные кусочки, вот таким вот ножом-пилой для хлеба. И совершаем движения не давящие, а вот именно пилящие. Покажу вам разрезик. Смотрите, какие кусочки шоколада. Порционные кусочки я раскладываю на противень, прям вот на тот противень, на котором все запекалось. Даже и пергамент менять не буду. И отправлю бискотти в духовку, разогретую на этот раз уже до 150 градусов, для того, чтобы
их уже просто подсушить. Сушиться они будут в течение где-то получаса, минут 40. Ориентируйтесь на их внешний вид. Они должны и подсохнуть, и слегка закарамелиться. Лучший способ съесть бискотти – это окунать их в десертное вино или вермут, ну или в кофе-чай. Не знаю, как у вас, у меня лично это печенье вызывает стойкую и очень нежную ассоциацию с детством, когда мы макали сладкие сухарики, которые оставались после Пасхи или после того, как дома залеживались какие-нибудь сдобные булочки в чай. Друзья, тема моего сегодняшнего видео не случайна. Пару дней назад в моем блоге вышла очень большая статья о моей недавней поездке в Рим. И поэтому я вдохновилась и решила посвятить знаменитым итальянским вкусностям целых 2 видеоролика. Поэтому в следующем видео ждите рецепт домашнего печенья савоярди для приготовления тирамису. И для того, чтобы это видео не пропустить, подписывайтесь на мой канал и включайте колокольчик рядом с кнопкой подписи. Ну и в описании к этому видео я обязательно оставлю ссылку на пост о Риме. Этот пост будет вам полезен, если вы самостоятельно еще не путешествуете, но очень хотите, страшно, боязно, или вы только начинающий самостоятельный путешественник, я себя к таким как раз таки причисляю. Поэтому там я все писала вот как для себя, очень детально, где селились, почему селились, сколько это стоит, как пользоваться общественным транспортом, какие есть нюансы, тонкости и как лучше построить свои маршруты. Кроме того, маршруты посещения Рима я составляла самостоятельно, и там вы их тоже найдете. Так что обязательно заходите по ссылке, а на сегодня у меня все, и да будет вам вкусно!